Всем привет, ребята! Недавно я добыл своего первого волка. Охотились мы на бобра, можно сказать, только выехали. В одном месте посмотрели, не было. Потом в другом посмотрели, не было. Перемещались по угодьям. И по дороге там была такая, канавка, она не очень перспективная. Но решили просто остановиться, глянуть в тепловизор. Остановились, смотрим на канаве, бобра нету. И тут мне Коля такой: на дороге волки стоят. Ну это буквально секунды какие-то. Я хватаю карабин, выскакиваю с машины, там заряжаюсь по дороге, включаю прицел, прикладываюсь. Я их даже, если честно, не видел. На дороге мне информация поступила, я сразу за карабин. И я нажимаю, включаю прицел, прикладываюсь. Там надпись Аркон, он загружается. В принципе, все прицелы цифровые, они, несколько секунд они включаются. В общем, появляется надпись Аркон, потом появляется картинка, я их вижу, прицел уже. Первого поколения Аркона такая особенность, сразу появляется картинка, а уже прицельная сетка появляется через через секунду, может полторы. Я смотрю на них, они стоят 50 метров, наверное, и смотрят на нас. А перекрестия нету. И вот эта секунда, она такая была длинная, пока появилось это перекрестие. Только оно появляется, они сразу начинают от нас убегать. Прям жопами. 5 штук было. Я прицеливаюсь, думаю, не, в жопу стрелять не буду. Они только побежали, я начал свистеть, как бы их останавливать. Чтобы озернулись или приостановились. И правый волк чуть-чуть начинает так направо уходить, то есть диагонально так. Я делаю выстрел, он сразу падает. Я перезаряжаюсь. Понятно, что никакую там запись я не успел включить. Перезаряжаюсь. Веду второго. Щелка, осечка. Потом второй раз я не перезарядился. После осечки я просто сделал такое движение, заново ввел. Думаю, может осечка. Стрелял из Барнаула, кстати, этого обышло. 2 пачки я стрелял, ни одной осечки, на волках на тебе осечка. Опять его веду, клац, осечка. Уже я тогда перезарядился, новый патрон вставил. Уже как бы было далеко. Еще сразу вторым можно было попасть, он еще так боковым уходит. Первый выстрел не записался, там либо стрелять, либо снимать, что-то одно надо было выбирать. Я как бы выбрал стрелять. Уже последний выстрел записался, там в HT50 там есть такая функция предзапись, она у меня включена. Я думал, что просто первый выстрел не записал, потому что, возможно, еще все функции не загрузились, он только включился, сразу я выстрелил, грубо говоря, там секунда прошла. Второй выстрел, промах, и вторую осечку записалась, посмотрите, как это было. В общем, и так это был огромный волк, крупный, хороший такой самец. Я его взвесил 42 килограмма. Я был очень-очень счастлив. Вот такой первый волк у меня. Взвесили сейчас 42 килограмма. Вот такой красавец, уже клещей на нем море. Голова по сравнению с моей рукой. В общем, стрелял по диагонали, получается. Пуля попала, задела ногу. Уже от ноги раскрылась, попала в грудную клетку, прошла, наверное, всю грудную клетку и вышла уже там через шею. Было где-то метров 70. Не только волков мы увидели этой ночью. На канаве я заметил светлое пятно, теплое, начал подходить, думал, возможно, бобер сидит. Но когда подошел поближе, так с-под ветра, увидел, что это 2 хорошие крупные выдры. Они сначала подплыли ко мне, я на них немножко поругался, но они меня даже не услышали, ветер был очень сильный, раздулся. Подплыли, походили, интересно было за ними понаблюдать, это только кусочек видео, смотрел я на них долго. Они здесь вообще близко, метров, наверное, около 15 возле меня. Тут потом они начали уплывать. Я потихонечку пошел за ними. Уже они переплыли в другую канаву. Там несколько канав соединяются в одну.
И там я заметил бобра, и выдры его, похоже, тоже заметили. Подплыли к нему, пофыркали, накричали на него. И вот ушли дальше по канаве. Бобер посидел, сразу я его стрелять не стал, потому что далеко за ним было очень обходить, объезжать там. Ну, он поплыл в мою сторону. Я уже тут потираю руки, думаю, сейчас он приплывет. Я сделаю выстрел. Ну, я уже понял, что бобер хороший, крупного размера. Ну, он, видимо, меня почуял или что, хлюпнул хвостом и ушел. Потом мы сменили место дислокации. Постоял я там минут 20, наверное, и увидел тоже хорошего бобра. Плыл он по канаве в мою сторону. Я стоял на дамбе, на высоком. И уже ждал, пока он напротив меня будет проплывать, чтобы сделать выстрел. Там расстояние, наверное, вот сейчас до него, я думаю, что метров около 40, может 35, где-то так. Ну, он решил вылезти на берег. Там вот за этими деревьями еще одна канава. И я думаю, сейчас он боком повернется и сделаю выстрел, чтобы... Потому что он, наверное, скорее всего бы он ушел в другую канаву. Ну, хороший выстрел. Бобер на месте лег. Ну, конечно, пришлось мне его потащить изрядно. Обходить там, наверное, метров 300. Крупный бобер. Компания Аркон прислала мне второй прицел Аркон Альфа 2 LT35. Это новая модель ихняя. Сравню его со своим, как бы, ну, может, немножко некорректно будет, потому что здесь 380 матрица, там 640, здесь 35 линза, там 50. Ну, по ощущениям, по картинке, я еще с ним в угодье не выезжал, вот только установил его сейчас. И сейчас буду пристреливать. Поэтому в конце видео посмотрите, я вот съезжу сейчас, может, на лесу. Сейчас пока покажу, чем они отличаются, что они сделали нового. Сейчас они сделали под стандарт Фортуна крепление на кронштейн, поэтому, ну, зазор есть, там в разных исполнениях можно брать себе кронштейны. Так, аккумулятор. Теперь здесь один большой аккумулятор вместо этих 123. Плохо, что это не 18650. Вот такой аккумулятор, что тут на нем написано. 18500. 2000 емкость. Клевый кейс. В этом кейсе уже здесь у нас сразу под кронштейн есть выемка. Можно его спокойно перевозить. Теперь не отцепляя, скажем так, потому что все-таки прицел я ставлю всегда на болтовой герметик, чтобы как бы попрочнее эта вся была конструкция. Мне кажется, стал он немножко поменьше, и кнопки. Вот мне вот это не очень понравилось, что все кнопки как бы вместе. Там было раз, два, три, три кнопки, здесь четвертое выключение отдельно. То есть можно что-то не то нажать в попыхах и как бы еще и в перчатках, если это будет, ну, не очень. По картинке скажу потом, в конце видео поохочусь с ним. Поедем на лесу, возможно, волка попробуем повабить, если ветра не будет. Кабана тоже хочется добыть. Сейчас я по стволу уже навелся, попробуем зацепиться за мишень, ну и пристреляться. Вроде куда надо попал. Тоже с третьего выстрела получилось. Сейчас пойдем посмотрим. Куда я целился? Ну, может, тут сантиметр левее, правее. Сейчас попробуем. Вот первый выстрел. Потом что-то... Ну, я не отметил так на глаз. Вывел. Гильзу нагрел, сюда поставил. В эту дырку. И уже ровно вывелся стоп-кадром. В стоп-кадре конкретно выводишь на место попадания. Так, пристрелялся я опять в 3 выстрела. Как бы реально с функцией стоп-кадра пристреляться можно с 2 выстрелов, я думаю.
Даже, ну, грубо говоря, с одного. Может, не прям в точечку, но там в пачку сигарет пристреляться можно. Это, кстати, не все новинки, которые мне поприсылали. Вот у меня есть бинокль новенький, Аркон, с дальномером. Вот сейчас я ехал назад, на поле тут увидел косуль. Полкилометра до них было. И вот посмотрел на них тоже в новый Ovis LM35. Помните, в прошлом году у меня был Ovis первого поколения, это вот второго поколения. Разница ощутимая. Ну, тут, во-первых, и матрица другая. Здесь уже матрица 380 и линза побольше, 35. То есть картиночка, конечно, вот на полкилометра, посмотрите, как выглядят косули. Как бы сейчас 25 градусов, жарко. Особо там, ну, как бы контраста такого нету, но все же на полкилометра вообще легко можно определить, что это косуля. Стартовая кратность 3,8 и как бы, да, далеко можно зверя распознать, половую, видовую принадлежность, но поле зрения такое достаточно маленькое. Ну, у нас получается полесская низменность и все рельефы ровные, то есть вдоль горизонта смотришь. У нас полегче, не надо вот так вот будет. Вот так вот смотреть, чтобы кого-то найти, я думаю. Ну, поохотимся совсем. В конце видео я какие-то отзывы оставлю о всех приборах. Ну, о бинокле пока еще тут говорить нечего. То есть сейчас он уже будет ждать открытия охоты на потравах на косулю. А сейчас поедем поохотимся на лис, кабана. Смотрите дальше, что там из этого вышло. Так, ну наконец-то у меня получилось выбраться на охоту. У нас сейчас солнышко уже вот заходит как раз 8 часов. Поездим, поищем кабанчика. Попробуем в деле, так скажем, новые приборы Аркона. Попутно погоняем лис. Может, если погода будет тихая, возможно, даже попробуем повабить волка. Ну, все расскажу, все увидите. Первый зверь, которого мы увидели этой ночью, это был бобер, хороший такой крупный. Ну, охота уже у нас на бобра закрыта, поэтому ушел он без выстрела, спокойно восвоясь и пополз по своим бобрячим делам. Очень много зайцев, пока ехали на место, видели на полях, несколько десятков, думаю, что около, вообще за ночь, я думаю, около 50 зайцев точно мы видели. Приехали на место, здесь у нас получается канава, справа вот ходят два кабанчика небольших, там такое задискованное поле с травой, слева от канавы кукурузное поле. Как бы подходить к ним не стал, хотя, ну, по всей видимости, они не очень крупные были, такие как раз съедобного качества, которые мне хотелось, размер. Ждали, пока они, может, сами подойдут, потому что за спиной у нас кукурузное поле и слева у нас кукурузное поле. Ну, кабанчики ходили возле кустов, ну, где-то мы около получаса за ними наблюдали, особо они не меняли место дислокации, что-то там рылись в этой травке. В этом месте енот к нам пришел со спины, как раз оттуда с кукурузы. Ну, подошел он, наверное, на метров 15. Даже на него дул ветер, это его не смутило. Так, чуть-чуть боковым, но все равно на него. И вот с кустов видно выходит небольшое стадо кабанов. И кабаны тоже так потихонечку и начинают двигаться в нашу сторону. Где вот видео с прицельной сеткой, это с Arcon Alpha 2 LT35. Там, где без прицельной сетки, это с Ovis LM35. В принципе, картинки такие сопоставимые, мне кажется, по качеству. Плюс-минус, ну, одно и то же, как бы особо разницы нет. Ну, кабанчики шли к нам, как бы чуть-чуть до выстрела надежного не дошли. Ну, здесь уже тоже, я думаю, что метров около 150, в принципе, можно стрелять. Ну вот, кабанчики решили все-таки идти туда, налево, на другое кукурузное поле. Там как бы поле задискованное, поэтому не хотелось стрелять, потому что туда и не дойти.
Точнее, дойти-то можно, но доехать нельзя, и волокти по дискованному полю кабана до машины, как бы то еще удовольствие. Поэтому ждали, пока они подойдут поближе к дороге. Все равно как бы у них был ход один. Вот они немножко решили вернуться назад и начали потихонечку заходить в канаву. Вот крупная свинья спереди идет, там 2 было свиньи и 4, ну, прошлогодка, такие некрупные. Вот стадо вышло на кукурузное поле, я спустился с дороги, начал к ним подходить. Тут удалось сократить дистанцию где-то на метров 50 ближе я к ним подошел. Спереди уже такой низина, незапаханный кусок, торчащая кукуруза. Ну, это уже, в принципе, я начал готовиться к выстрелу. Понимаю, что кабаны ближе не подойдут, и я к ним тоже ближе не подойду. Здесь где-то, я думаю, дистанция около 120 метров. Выбрал самого маленького и так начал за ним следить. Ну, по ощущениям самого маленького, потому что вот тут перебираю режимы. Не знаю, почему именно на этом режиме остановился. Как бы лучше бы, мне кажется, стрелял в черном или в белом. Ну, как-то уже понимаешь, вот надо делать выстрел. Вот этот кабанчик, который сейчас посередине, я уже его приметил, как самого мелкого. И веду, жду, пока он станет удобно, чтобы сделать выстрел. Ну вот, сделал выстрел, кабанчик лег на месте. Стадо ринулось назад. Ну, как ринулось, не так особо, они уже резво побежали. Вот немножко пробежали, потом остановились, потом пошли. Как бы особо их не напугало. Так, ну стрелял по кабанчику. Сейчас пойдем посмотрим, что там добылось. Что там получилось. Вроде небольшой. Маленького выбирал. О, отличный. Отличный. Вообще небольшой. Килограмм уже 30. Супер. То, что надо. Под лопаточку попадание. Куда целился. Короче, аркончик отработал. Класс. Уже возвращались назад, тоже по полям смотрели. Искали лис. Ну, видели лис, но они среди кабанов ходили. Вот сделаю выстрел, где-то, думаю, дистанция метров 150. Стрелял как бы в заднюю часть. Лиса повернута была жопой. Попадание. Ну, подранок. И пришлось добавлять. Вот, делаю выстрел второй. Тоже попадание. И уже лиса ложится. Барнаул 9,1 грамма патрон. Что по кабану, что по лисе. Ну что, вот так вот завершилась моя охота. Первая вылазка с этими приборами. Добыл 2 зверя, 3 выстрела, 3 попадания. Обновил прицел. Отличный прицел, я считаю. Конечно, картинка уступает HT50, там вот вопросов нет, но он и стоит в 2 раза дешевле. Но я вам так скажу, ее вполне хватит для любого охотника. Я даже считаю, что и на волка ее за глаза хватит стрелять. По лисе можно стрелять, я думаю, что до 200 метров спокойно. А по крупному зверю, там уже как у вас, все зависит от умений, скажем так. Ну, большой минус, конечно, тут нету дальномера, тут далеко не стрельнешь без дальномера. Это надо, чтобы уже какой-то был прибор, дополнительный прибор с дальномером. Ну, я надеюсь, хотя бы уже 3-го поколения прицелы сделайте, пожалуйста, с дальномером. С цифровыми приборами всегда очень сложно определить дистанцию, поэтому дальномер нужен. Хороший прицел, будем с ним охотиться.
следующей охоты. Я думаю, что он у меня какое-то время побудет, так что это как бы не окончательные выводы, но пока он мне очень даже понравился. Ну, как бы в этой ценовой категории, я думаю, что это один из флагманов на рынке. Отличный. Так, Овис второго поколения. LM35, вот мне не нравится то, что вот эта вот штучка, она вообще как бы не держится, надо сюда что-то уплотнить. Надо, чтобы она нормально фиксировалась, потому что я вот вешаю его на шею, и она там сама с собой отваливается. Ну, это как бы такой вот, я думаю, это несущественное. Очень хорошо, что здесь не надо изолентой наматывать на глазник, он вообще офигенно держится, не буду его пробовать даже снимать. Держится, значит держится. Вот видите, спадает. Картинка огонь вообще. Да, поле зрения маловато, но, блин, на 500 метров вот спокойно смотришь, кабаны там, козы, все определяется, все хорошо видится. Как бы да, за эту сумму отличная гляделка. Тоже она у меня побудет вместе с этим прибором. Поохотимся, посмотрим. Хорошо, вот главное, что почему она мне нужна, чем та, что у меня до этого была гайд. Тем, что здесь можно записывать видео и ну, просто нажатием одной кнопочкой. Первые впечатления положительные, что от этого, что от этого. Дальше будем всем пользоваться, дальше будем смотреть. Раз уже у нас охота про нарезные, давно вам хотел пару нюансов показать, с которыми я столкнулся, и может быть вам при покупке нарезного они очень пригодятся, если вы вдруг собираетесь покупать нарезное, да даже может у вас есть нарезное и вы там с моментами чистки есть какие-то проблемы, сейчас я вот вам покажу. Вот у меня такая, кстати, подставка, это стульчик маленький перевернутый. Ну, пока вот такой у меня станок для чистки. Приходится придерживать, но лучше, чем на коленке. У нас постоянно какая-то, блин, проблема со всякими этими чистящими приблудами. Даже если в Минске едешь, то надо в несколько магазинов съездить, чтобы себе купить то, что тебе надо. Зимой искал, там смотрел по магазинам, так, чтобы все в одном месте заказать. Заказал на оружейном квартале, Квартахан, там вообще огромный выбор всего вот этого для чистки оружия. И заказал себе все, что первое необходимо мне было, ну не все, что хотел, еще, конечно, впереди, потому что нарезное требует как бы чистки. Хороший магазин, там большой выбор, ссылка будет в описании, заходите, я думаю, что найдете то, что вам надо. Значит, сейчас вот немножко пару слов, да, почему, что мне понадобилось. Во-первых, я заменил шомпол. Вот у меня вот такой шомпол был. Да, я купил его вместе с ружьем Made in Italy. Во-первых, он короткий, да, он по длине ствола. Во-вторых, он без оплетки. Ну, если честно, редкостная. Цепляется, где-то эта стружка летит. Короче, абы что. Я себе заказал чисто гановский шомпол, вот он потолще, он стальной, в оплетке. Как бы намного им приятнее работать. Сейчас чуть-чуть покажу попозже. Потом из чистогана я всякие себе заказал, 45-й патчи заказал. Потом это 8,5 мм. Потом для чистки патронника, ну тут два на пробу взял. Как бы и одни, и вторые подходят, но вот эти, которые побольше, это у нас 13,7. Это для 50-ки BMG. Они как бы нормально вообще в патронник заходят, так плотничком и вычищают. Коротенький шомпол для чистки боевых упоров и патронника. Это тоже я раньше вот этим чистил, вот так вот брал его, ковырял, короче, гемор еще тот. Вот не особо дорогая штука, но очень полезная, и сразу все дело упрощает. Здесь есть вот такая вот приблуда, зажимаются несколько патчей, и боевые упоры очень так отлично все там прочищается. Я сейчас стреляю с Новосибирска, из Барнаула. После них там столько нагара остается, и где-то если чуть-чуть прозеваешь, нагар кристаллизуется, а когда он уже кристаллизуется только механически,
пастой. Вот я взял Йоса себе и Триалем. Триалем еще я не пробовал, ну как бы Йоса очищает нормально. И такой вот нюанс, как бы ради чего я вам это все и затеял. Если вы вдруг будете покупать шомпол, да, ну чистоган берите, отличный шомпол, 100% не пожалеете. Взял я еще себе направляющую для шомпола, ДВевскую. Эта штука тоже, ну, можно сказать, что обязательно для владельца карабина, потому что когда без нее вот это, ну, потом вычищать патронник от вот этого химии всей, ну, надо умудриться, как бы, она намного все упрощает, как шомпол для патронника, так и направляющая для шомпола. Это как бы вещи нужные, не просто так придуманные, я вам скажу. А шомпол я взял себе вот такой длинный, 1,10 м. Вообще я бы, может, даже взял бы себе 1,20 м, но такого не было просто в магазине. Когда все-таки чистишь оружие после стрельбы из Барнаула, Новосибирска, это делаешь очень долго, потому что это грязь бесконечная. И вот почему длинный шомпол. Ну, я сейчас так просто один раз вам покажу, да, вот там после выстрелов. Это я все обычно делаю на полу. Ну, станочек себе куплю, то буду делать уже на диване. Тут я прогоняю шомпол просто сейчас сухим патчем, без ничего. Раз. У меня ручка шомпола, ну, сейчас коснулась, да. Я просто силой продавливал. И патч уже вышел. Ну, если бы еще было 10 сантиметров, было бы вообще отлично. Так, ну, вот иногда я в затыльник ружья как бы упираюсь. И вот только ради этого я взял себе длинный шомпол. Лучше, конечно, вообще 1,20 м, это было бы вообще идеально. А когда шомпол короткий, нам приходится его тут поднимать. Когда у меня не было направляющей, вот шомпол терся вообще вот здесь, вот об коробку, и тут стружка сыпалась. В общем, вот этой покупочкой я очень доволен. Вот смотрите, да, 3 выстрела. Это я даже химию не лил. Вот там такая красота. Надеюсь, что я не перегрузил это видео сильной информацией. Ну, уже как есть. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях. Уже в следующий раз будет побольше охоты, поменьше болтовни, все как вы любите. А я буду чистить свой карабин. Опять 25.